Клубника – это растение семейства разоцветных. Насчитывают более 200 сортов, а выращивают культуру на территории 5 континентов. Сложно встретить человека, который не любил бы эту ягоду. Купить ее можно круглый год, но не каждый урожай одинаково полезен для человека. В выпуске мы расскажем всю правду о пользе и вреде клубники. Химический состав. Польза клубники связана с богатым химическим составом. В ней содержатся витамины А, В, С, Е, К и ПП, минералы цинк, железо, кальций, медь, натрий, магний, клетчатка, фолиевая, пантотеновая, яблочная и лимонная органические кислоты, пектин, каротиноиды. Купить клубнику в магазине можно в любое время года, но наибольшей пользой обладает та, что выросла в сезон. В местных ягодах нет опасных примесей. Они обладают ярким чистым вкусом и характерным ароматом. В ней сохранены все витамины и минералы. Импортные ягоды выращивают по другим технологиям и чаще всего для этого используют химические добавки. Польза такой клубники меньше в разы, а вероятность аллергической реакции выше. Польза для организма. Считается, что каждое лето нужно съедать по 5 килограмм клубники. Это очистит организм и обновит клетки крови. Так или иначе, клубника – важный элемент здорового образа жизни. В ней содержатся многие витамины и микроэлементы, которые необходимы организму. Клубника увеличивает количество красных кровяных телец и улучшает состав крови, укрепляет иммунитет, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, стабилизирует уровень артериального давления. Она имеет антибактериальное и противовоспалительное действие, обладает желчегонным действием, улучшает работу органов желудочно-кишечного тракта, улучшает пищеварение, оказывает послабляющий эффект. Запускает процесс выработки гормонов радости. Фолиевая кислота в составе незаменима для женской красоты. Гликозиды запускают процесс восстановления организма. Свойства клубники. Польза антиоксидантов. В составе клубники содержатся антиоксиданты. Это консерванты, которые останавливают разрушающее воздействие активного кислорода на клетки организма. Они замедляют естественное старение и снижают риск развития многих патологий. В составе клубники содержатся фенольные соединения, которые имеют ярко выраженные антиоксидантные свойства. Ежедневное употребление ягоды повышает сопротивляемость свободных радикалов, разрушающих клетки. Однако это свойство сильнее выражено в темных ягодах. Яркие алые обладают меньшим влиянием на организм, так как в них воды больше, чем полезных веществ. Улучшение работы сердечно-сосудистой системы. О пользе клубники для функционирования сердца и сосудов известно давно. Благодаря магнию и калию в составе она стабилизирует артериальное давление, препятствует образованию застоя в жидкости и снижает риск развития многих сердечно-сосудистых заболеваний. Источник витамина С. Витамин С содержится не только в цитрусовых. Всего 8 ягод достаточно, чтобы по количеству витамина сравниться с одним апельсином. Он укрепляет иммунитет и активизирует внутренние процессы. Наибольшее количество витамина содержится в ягодах темного цвета. Причем в замороженной клубнике его не меньше, чем в свежей, а вот пользы от варенья или джема практически нет, так как под действием высокой температуры витамины разрушаются. Регулирование клеточного цикла. В клубнике содержится эллаговая кислота, которая выступает как регулятор клеточного цикла. Она останавливает развитие раковых клеток и борется со свободными радикалами, оказывает противовоспалительные свойства и улучшает кровообращение. Также эллаговая кислота незаменима для укрепления иммунной системы. По количеству этой кислоты среди всех продуктов клубника занимает 3-е место. Стабилизация уровня сахара в крови. Клубника полезна даже диабетикам. Сбалансированный состав и высокое содержание фитонутриентов замедляют абсорбацию сахара и, в отличие от многих продуктов, не вызывают резкого повышения сахара в крови. Клубника считается ягодой, эффективной для профилактики сахарного диабета. Борьба с раковыми клетками. Рак – одно из самых опасных и хитрых заболеваний 21 века. Исследования показали, что клубника снижает риск развития раковой опухоли. В ней собраны вещества, которые способны предотвращать некоторые формы рака, и вместе они оказывают мощное воздействие на организм. Улучшение памяти. Клубника замедляет естественные процессы старения мозга, благодаря чему человек, который регулярно ест ягоду, дольше сохраняет хорошую память. Исследование доказало, что она улучшает кратковременную память.
Польза для фигуры. Клубника обладает низкой калорийностью. На 100 грамм приходится всего 30-35 калорий в зависимости от сорта. Это всего лишь несколько минут активных упражнений. У ягоды низкий гликемический индекс, то есть она хорошо насыщает, но не провоцирует выброс сахара в кровь. Кроме того, в состав входят вещества, которые запускают процесс сжигания жиров. Статистика показывает, что диета, в которую включено регулярное употребление клубники, на 24% эффективнее другой. Она является вкусной и полезной альтернативой сладкому, которая хорошо удовлетворяет потребность в сахаре и защищает от срывов. Обратите внимание, что несмотря на всю пользу, клубника не подходит для монодиеты. Во время похудения рацион должен быть сбалансированным и содержать все необходимые витамины и минералы. А вот как добавка в кашу, основа для смузи или ягодного коктейля, перекус, клубника идеально подходит. Для красоты. Клубника – помощник не только для фигуры, но и для кожи. Она замедляет старение кожи, выравнивает тон и делает кожу сияющей. Полезно не только есть ягоды, но и делать из них различные уходовые средства. Экстракт и вытяжку из них часто используют в косметологии для скрабов, лосьонов, кремов и так далее. Средства, в состав которых входит клубника, увлажняют кожу, питают ее и повышают эластичность. В результате она становится мягкой и шелковистой, проходит воспаление и неровности. Маски из мякоти можно делать на все тело. Клубничные примочки снимают круги под глазами и разглаживают мелкие морщинки. С помощью ягодного сока можно отбелить зубы на несколько тонов и обеззаразить полость рта. Также он помогает в заживлении трещинок и ранок губ. Экстракт клубники придает волосам блеск, активизирует рост волос, лечит перхоть. Регулярное употребление ягоды улучшает качество ногтей, борется с ломкостью, истончением и отслаиванием. Улучшение зрения. Регулярное употребление клубники снижает риск возрастных изменений глазных тканей, которые приводят к дегенерации сетчатки глаза, катаракте, сухости глаз и даже прогрессирующей слепоте. Благодаря богатому составу ягода полезна и как профилактическое средство, и как борец с уже имеющимися заболеваниями глаз. Польза для аллергиков. Насчет клубники как аллергена мнения специалистов расходятся. Одни не рекомендуют ее, так как считают сильным аллергеном, другие, наоборот, уверены, что благодаря сбалансированному химическому составу она уменьшает воспалительные процессы и блокирует биохимические реакции, сопровождающие аллергию. Противопоказания. Несмотря на большое количество полезных свойств, у клубники есть определенные противопоказания. Кишечное расстройство, желчекаменная болезнь, обострение язвы желудка или язвы двенадцатиперстной кишки, индивидуальная непереносимость, период лактации. При беременности с осторожностью. Детям до 3 лет клубника противопоказана, после с осторожностью. Клубника – это аллерген. Особенно опасен он для детей, людей, склонных к диатезам и пищевым аллергиям, и женщинам во 2 и 3 триместре беременности. Тем, кто имеет хронические заболевания и соблюдает диету, есть клубнику можно только после консультации врача. Как правильно есть ягоду? Даже если у вас нет противопоказаний, неправильное употребление клубники может привести к проблемам со здоровьем. Есть несколько правил, которые нужно соблюдать. Перед едой обязательно промывайте ягоды, чтобы уменьшить количество пестицидов. Хороший способ – залить их водой и содой, соединенных в пропорции на 1 литр 10 грамм, оставить минут на 10 и жидкость слить через дуршлаг. В магазине лучше выбирать ту коробку с клубникой, в которой есть несколько плохих ягодок. Это значит, что при выращивании не использовались опасные химикаты, и такая партия безвредна. Однако есть испорченные ягоды нельзя. Чтобы извлечь максимум пользы из замороженных ягод, их нужно подержать на пару или пробланшировать. Аллергики могут снизить риск возникновения реакции, если перед употреблением сделают из клубники пюре и прокипятят его в течение 10 минут. Витамин С и активные вещества испарятся, что сделает ягоду безопасной. Клубника
Клубника по праву одна из самых любимых ягод для большинства. Она сочная, сладкая и к тому же обладает огромной пользой для организма. У нее богатый химический состав, который включает и витамины, и минералы, и кислоты, и клетчатку. Ягода полезна для сердца и сосудов, для пищеварительной системы. Она борется с раковыми клетками и возрастными изменениями организма. Особо рады клубнике будут девушки. Она эффективна для похудения, и из нее можно сделать множество полезных и ароматных уходовых средств. Однако для употребления есть определенные противопоказания. Чтобы получить от ягоды только пользу, нужно знать, как правильно ее есть. Клубника очень вкусная и ароматная ягода. Хотя, с точки зрения ботаники, клубника – это не ягода и не фрукт, а орех. Но мы не ботаники, а потому по старинке будем именовать сей плод ягодой. Клубника – это кладезь антиоксидантов, клетчатки, витаминов и фруктовых кислот, полезных для волос, кожи, сердечно-сосудистой и нервной систем. Так что же произойдет с организмом, если вы будете регулярно употреблять клубнику? Клубника для кожи. Все знают о пользе клубничных масок для кожи, но и употребление свежей клубники не менее полезно для эпидермиса. Ведь в 100 граммах ягоды содержится 98% суточной нормы витамина С, который еще называют витамином молодости. Витамин С или аскорбиновая кислота – мощный антиоксидант, нейтрализующий действие свободных радикалов и способствующий выработке коллагена, необходимого для упругости и эластичности кожи. К тому же аскорбиновая кислота помогает полноценному усвоению железа, микроэлемента, отвечающего за метаболизм и транспортировку кислорода к тканям. При дефиците железа кожа приобретает бледный вид, становится сухой, на ней преждевременно появляются морщины. Волосы становятся тусклыми, ногти тонкими и ломкими. Хотите, чтобы ваша кожа надолго оставалась свежей, красивой и подтянутой? Тогда включите в свой ежедневный рацион клубнику, и уже через неделю ежедневного употребления ягоды вы заметите первые результаты. Клубника для костей и суставов. Куркумин и кверцетин в составе клубники улучшают гибкость и подвижность суставов, уменьшают воспаление мышечной ткани, снимают суставную боль. В клубнике содержится марганец, без которого невозможен полноценный рост соединительных тканей, хрящей и костей, усвоение биотина, а также витаминов В1 и С. Регулярно употребляя клубнику, вы укрепите костно-суставной аппарат, чему во многом способствует и витамин С, обладающий противовоспалительными свойствами. Клубника для похудения. Клубника на 85% состоит из воды. Неудивительно, что и калорийность этого продукта всего лишь 32 килокалории на 100 грамм. Быстрые углеводы клубники, попадая в кровь, ускоряют метаболизм и насыщают организм энергией, необходимой для более продуктивной борьбы с лишним весом. Свежая клубника обладает низким гликемическим индексом – 40 единиц, поэтому может употребляться людьми, страдающими сахарным диабетом, предрасположенным к набору веса. В ягоде содержится нерастворимая клетчатка, которая, продвигаясь по кишечнику, вбирает в себя непереваренные остатки пищи, тем самым препятствуя образованию жировых отложений на стенках желудочно-кишечного тракта и интоксикации организма. В результате ворсинки очищенного кишечника будут намного лучше впитывать полезные вещества, поступающие с продуктами питания. Но и это еще не все. Разбухая, клетчатка заполняет пищеварительный тракт, вследствие чего замедляется пищеварительный процесс, и длительное время не ощущается чувство голода. Итог – меньше перекусов, результативнее похудение. Еще одна проблема, с которой сталкиваются те, кто решил похудеть – это запоры. Употребление клубники, содержащей клетчатку, стимулирует сокращение стенок кишечника, что избавит вас от запоров, повышенного газообразования и метеоризма. Если вы решили устроить разгрузочные клубничные дни, не стоит придерживаться такой монодиеты дольше 2 дней. И помните о том, что любая монодиета – стресс для организма, поэтому лучше отказаться от таких экстремальных методов быстрого похудения. В целом, без вреда для организма рекомендовано употреблять не более 400 грамм клубники в день, помня о том, что это достаточно сильный аллерген. Но и такого количества клубники вполне достаточно, чтобы за 2 недели ее ежедневного употребления похудеть минимум на 1 килограмм. Клубника для сердца.
Согласно результатам исследования, проведенного учеными из Гарвардского университета и опубликованного в научном журнале Circulation, регулярное употребление антоцианов, содержащихся в клубнике в большом количестве, уменьшает риск развития сердечного приступа у женщин на 32%. Женщины, принимавшие участие в исследовании, ели клубнику не менее 3 раз в неделю. Такой эффект объясняется несколькими факторами. Антоцианы уменьшают проницаемость капилляров и повышают эластичность сосудов, а также предотвращают образование холестериновых бляшек. Полифенолы, входящие в состав клубники, предупреждают образование тромбов. Высокое содержание воды в клубнике нормализует сердечный ритм и улучшает кровообращение, в результате чего к сердечной мышце и сердцу поступает больше кислорода. Если хотите мягко снизить кровяное давление и предупредить развитие сердечно-сосудистых патологий, ешьте клубнику, занимайтесь спортом и правильно питайтесь. Клубника для зрения. Мы привыкли считать чернику главной ягодой для здоровья глаз, но и клубнику нельзя недооценивать. Благодаря высокому содержанию в клубнике витамина С на 36% снижается риск развития возрастной макулодистрофии, группы заболеваний глаз, являющихся основной причиной потери зрения среди пожилых людей. Благоприятное воздействие на глаза оказывают и антоцианы, которые укрепляют сетчатку глаза, участвуют в регенерации родопсина, зрительного пигмента, улучшающего ночное видение, нормализуют внутриглазное давление, подавляют альдозоредуктазную активность, тем самым предупреждая развитие катаракты. Употребляя трижды в неделю 300-400 грамм клубники, вы не только предотвратите развитие глазных заболеваний, но и избавитесь от таких проблем, как сухость и воспаление глаз. Клубника для мозга. В клубнике содержится флавоноид физетин, стимулирующий работу мозга, улучшающий когнитивные способности и качество кратковременной памяти. Причем первые улучшения вы заметите спустя 2 месяца ежедневного употребления небольшой порции этой ягоды. Кроме того, физетин уменьшает проявление болезни Альцгеймера и иных нейродегенеративных заболеваний, которыми страдают люди в пожилом возрасте. Таковы результаты исследования, проведенного доктором Памелой Махер. Физетин обладает выраженными антиоксидантными свойствами, благодаря чему приостанавливает повреждение клеток, спровоцированное действием свободных радикалов. Также этот флавоноид уменьшает выраженность воспалительной реакции. Такие свойства физетина помогают защитить клетки мозга и уменьшить такие последствия старения, как ухудшение памяти, ослабление координации внимания и мыслительных способностей. Эксперимент на животных показал, что грызуны, не получавшие физетин, имели более высокий уровень стресса и выраженное воспаление по сравнению с контрольной группой. При этом поведенческие и когнитивные функции животных из контрольной группы не изменились по истечении 7 месяцев эксперимента, чего нельзя было сказать о грызунах, не получавших соединения физетин. Их состояние ухудшалось. Конечно, употребление клубники не способно предотвратить деменцию и излечить болезнь Альцгеймера, пусть даже мы будем есть ее ежедневно круглый год. Но очень хочется верить в то, что эти ягоды могут отстрочить последствия старческого слабоумия и уменьшить его проявление. Клубника для профилактики рака. Экстракт клубники тормозит деление раковых клеток. К такому выводу пришли итальянские ученые из Урбинского университета имени Карла Бо во главе со Стефано Аматори. В корм мышей подмешивали экстракт клубники в течение месяца, после чего им ввели клетки рака молочной железы. Опухоли у грызунов, несомненно, образовались, однако росли они плохо по сравнению с теми животными, которые не получали до этого клубничного экстракта. Ученые предположили, что такой сдерживающий фактор обусловлен большим содержанием в клубнике полифенолов. Работа в направлении изучения противораковых свойств клубники продолжается, но все же учеными сделаны определенные выводы, заключающиеся в том, что клубника может стимулировать гибель раковых клеток. И еще, антиоксиданты, содержащиеся в клубнике, снижают риск повреждения структуры ДНК и уменьшают негативное влияние на организм ультрафиолетового излучения и канцерогенных веществ. А ведь именно эти факторы являются одними из основных причин образования раковых клеток. Вред клубники. Несмотря на свои полезные свойства, клубника может нанести вред организму, особенно если вы ежедневно потребляете ее килограммами и понятия не имеете, откуда она привезена. Так, американская некоммерческая организация «Экологическая рабочая группа» Environmental Working Group
ежегодно публикует список фруктов и овощей с максимальным содержанием пестицидов. В так называемую грязную дюжину в 2018 году попали клубника, шпинат, нектарин, яблоки, груши, виноград, персики, вишня, томаты, сельдерей, картофель, сладкий болгарский перец. По заявлениям представителей организации, 98% перечисленных продуктов дали положительный результат хотя бы на один из существующих пестицидов. Будем надеяться, что в нашей стране дела с натуральностью продуктов обстоят лучше. Но все же лучше приобретать овощи и фрукты по сезону и в регионах, где они произрастают. При этом предпочтение отдавайте не внешнему лоску продукта, а его экологичности. Помните о том, что червячок в яблоке или вишне свидетельствует о том, что фрукт действительно не содержит пестицидов. Противопоказания к употреблению клубники. Из-за высокого содержания калия в клубнике этот плод нельзя сочетать с приемом лекарственных препаратов из группы бета-блокаторов, поскольку это может негативно отразиться на работе почек. Если у вас аллергия на клубнику, не стоит употреблять даже небольшое количество этой ягоды. Кроме того, если вы страдаете сезонной аллергией, в период ее обострения нежелательно лакомиться клубникой, чтобы не усиливать аллергический фон. Не рекомендуется включать в рацион клубнику и тем, кто испытывает проблемы с желудком или имеет в анамнезе язвенную болезнь. При заболеваниях кишечника маленькие семечки или косточки клубники могут спровоцировать раздражение стенок кишечника, что чревато развитием воспалительного процесса и обострением хронического панкреатита. Клубника при беременности. Это отдельный вопрос, вызывающий множество споров. С одной стороны, клубника – прекрасный источник фолиевой кислоты, необходимый для полноценного развития плода и снижения рисков врожденных патологий. С другой стороны, эта ягода относится к категории высокоаллергенных продуктов, которые могут спровоцировать диатез у новорожденного. Нанести вред клубника может и организму будущей мамы, поскольку тонизирует мышечные ткани, вследствие чего может наблюдаться гипертонус матки, а это повышает риск преждевременных родов и выкидыша. Наконец, щавелевая кислота, содержащаяся в клубнике, выводит кальций из организма беременной, вследствие чего его недополучает и плод. А ведь этот макроэлемент отвечает за формирование костного скелета, нервной системы, внутренних органов малыша. Что же делать? Полностью отказаться от клубники на время беременности? Конечно, нет. Достаточно заправлять клубнику молочными продуктами, нейтрализующими действие щавелевой кислоты. А вот от клубники с сахаром придется отказаться. И еще несколько простых советов, которые помогут свести вред клубники к минимуму, причем не только у беременных. Хорошо промывайте клубнику перед употреблением, ведь не только в ягоде, но и на ее поверхности могут содержаться опасные бактерии и паразиты. Не употребляйте клубнику на голодный желудок, чтобы не спровоцировать повышение уровня кислотности и не повредить стенки желудка мелкими косточками. Если уж решили побаловать себя с утра этой ягодой, просто добавьте ее в кашу либо творог. Следите за реакцией своего организма. Если после употребления клубники вы ощущаете дискомфорт в желудке, у вас появилась сыпь на теле, сопровождающаяся зудом, откажитесь от этой ягоды. И помните о том, что во всем надо соблюдать меру, даже в употреблении клубники, если вы хотите, чтобы эта ягода принесла вам пользу. Все знают о такой вкусной ягоде, как клубника. Своим сочным и манящим ароматом она привлекает большинство людей. И не зря, ведь помимо вкуса, в клубнике содержится много полезных веществ и витаминов. Но может ли эта ягода навредить организму? Далее в этом видео мы рассмотрим пользу и вред клубники, чтобы понять, кому эта ягода просто необходима, а кому следует ограничить ее употребление. В видео также сможете узнать о рецептах с применением клубники, о пользе и применении хвостиков клубники, история появления и полезные свойства клубники. Данная ягода относится к семейству разоцветных. Существует более 200 видов ее разных сортов. Клубнику выращивают повсеместно на многих континентах. Такое название она получила за счет своей формы. Слово «клуб» раньше означало что-то продолговатое или круглое. Вне зависимости от сорта клубника имела такую форму. Некоторые утверждают, что эта ягода является культурной родственницей земляники. Полезные свойства клубники очень многообразны. В ее состав входят такие компоненты, как водо- и жирорастворимые витамины, например, витамин С, витамины группы В и никотиновая кислота, бета-каротин, пектин, пищевые волокна, необходимые организму кислоты, фолиевая и яблочная, микро- и макроэлементы, железо, цинк и другие. Необходимые
Необходимо учитывать, что купить клубнику можно почти в любое время года, однако самой полезной она будет в свой сезон созревания. Такая ягода будет выращена в натуральных условиях без использования химических средств. Плод будет наполнен необходимыми витаминами и микроэлементами. Польза клубники для органов. Регулярное употребление этой ягоды в своем рационе положительно влияет на работу многих органов и систем в организме. Съедая необходимое количество клубники в сезон ее созревания, можно наполнить организм витаминами и полезными веществами. Улучшение состава крови. Клубника благоприятно влияет на образование и созревание эритроцитов в крови. Эти красные кровяные тельца необходимы, чтобы переносить кислород к клеткам организма для обеспечения их энергией. Клубника может предотвратить развитие анемии или восполнить содержание эритроцитов после кровопотери. В данной ягоде также содержится железо, необходимое для профилактики железодефицитной анемии. Для органов мочевыделительной системы. Клубника обладает мочегонным действием, что помогает избавиться от отеков, а также она нормализует работу органов мочевыделительной системы, что предотвращает образование камней в почках или мочевом пузыре. Кроме того, ягода оказывает противомикробное и противовоспалительное действие, поэтому ее можно использовать в комплексном лечении при цистите и других воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей. Улучшает пищеварение. Клубника стимулирует выделение желчи, которая необходима для расщепления и всасывания жиров в кишечнике. Ягода улучшает пищеварение, предотвращает появление вздутия и боли в животе. Также клубника обладает мягким послабляющим действием, поэтому помогает нормализовать стул при запорах. Повышение иммунитета. В нашей любимой ягоде, кроме манящего аромата и привлекательного внешнего вида, содержится много полезных веществ. В состав клубники входит витамин С, а также цинк, железо, магний, которые укрепляют иммунитет и повышают сопротивляемость организма к инфекциям. Для сердечно-сосудистой системы. Витамины в клубнике укрепляют стенки сосудов и сердца, делая их более эластичными и прочными. Это предотвращает появление атеросклероза, а также нормализует артериальное давление. А входящие в состав ягоды антиоксиданты защищают клетки от преждевременной гибели и воздействия негативных факторов. Для нервной системы. Научно доказано, что употребление клубники повышает выработку гормонов радости в организме человека. Это улучшает настроение и помогает справиться с эмоциональными и умственными нагрузками в течение рабочего дня. Ягода хорошо дополняет комплексное лечение депрессии или тревоги. Рецепты для здоровья с применением клубники. При бронхиальной астме. Уменьшить частоту приступов и улучшить самочувствие поможет отвар на основе клубники. Для этого необходимо взять 2 столовые ложки листьев и залить их 2 стаканами кипятка, оставить настаиваться на несколько часов. Принимать отвар регулярно по 1 столовой ложке несколько раз в день. При хроническом бронхите. Для разжижения и отхождения мокроты при сухом и влажном кашле хорошо помогает регулярный прием свежего сока клубники. В день достаточно пить 1 стакан. Для лучшего эффекта можно смешать сок с молоком. При слабом иммунитете. Для повышения защитных сил организма необходимо взять 100 грамм сухих ягод клубники и залить их 1 литром кипятка. Затем варить содержимое в течение 10 минут и оставить настаиваться на несколько часов. Затем регулярно пить отвар по 300 мл 3 раза в день. При мокнущей ране, язве или сыпи. Клубника обладает хорошим ранозаживляющим действием, поэтому ее широко используют при лечении различных повреждений кожи. Для приготовления компресса понадобится измельчить спелую ягоду и нанести на пораженную область, сверху накрыть дышащей тканью. Стоматит и запах изо рта. При воспалении в ротовой полости или появлении неприятного запаха можно чистить зубы с помощью размятой клубники. Достаточно небольшое количество нанести на зубную щетку и чистить привычным способом. За счет антисептических и ранозаживляющих свойств клубники неприятные симптомы уходят. При заболевании почек. Для профилактики образования камней в почках необходимо съедать по 1,5 стакана свежей ягоды. При воспалении мочевыводящих путей необходимо пить разбавленный с водой клубничный сок. При гипертонии. Ежедневный прием клубники способен нормализовать артериальное давление и уменьшить проявление гипертонической болезни. Входящие в состав ягоды витамины и антиоксиданты делают артерии более эластичными, что способствует снижению высоких цифр артериального давления. Употребление клубники обязательно для людей, страдающих этим недугом, так как она помогает в предотвращении развития таких тяжелых осложнений, как инсульт или инфаркт. Не выбрасывайте клубничные хвостики. Многие не знают, но на самом деле полезны не только сами ягоды, но и хвостики клубники, которые большинство из нас просто выкидывает. Хвостики также содержат антиоксиданты и витамины, необходимые для здоровья вашего организма.
Чай из хвостиков клубники. Рецепт приготовления такого напитка очень простой. Необходимо в обычную заварку добавить горсть хвостиков клубники и приготовить чай привычным для вас образом. Полученный напиток хорошо успокаивает нервную систему, улучшает засыпание и сон. А также такой чай повышает настроение и помогает бороться со стрессом. Его необходимо регулярно пить людям при мочекаменной болезни для профилактики образования камней. Настой из клубничных чашелистиков. Такое средство хорошо повышает иммунитет и помогает справиться с простудой и другими вирусными инфекциями. Антиоксиданты в его составе защищают организм от появления опухолей. Для приготовления настоя нужно залить 1 чайную ложку измельченных хвостиков стаканом горячей воды и оставить настаиваться на полчаса. Маска для лица. Можно измельчить хвостики клубники в блендере и использовать в качестве маски для лица. Такое средство хорошо увлажняет кожу и освежает внешний вид. При регулярном применении морщинки становятся менее заметны. Применение для укрепления волос. Измельченные хвостики можно добавлять в бальзам или маску для волос. Результат не заставит себя ждать. Волосы становятся крепкими и блестящими. Отвар из хвостиков клубники. Для приготовления отвара достаточно взять горсть хвостиков и залить их пол-литром холодной воды. Затем довести жидкость до кипения и варить содержимое 10 минут. После того, как средство остынет и настоится, его можно пить по 100 мл несколько раз в день. Таким отваром можно также полоскать горло при ангине или хроническом фарингите. Кроме того, с ним можно делать ванночки при обострении геморроя, так как отвар обладает кровоостанавливающим действием. Применение отвара внутрь улучшает пищеварение и стимулирует выделение желчи и желудочного сока, а также нормализует перистальтику кишечника. Это средство хорошо помогает при диарее и спазмах в животе. Регулярное употребление отвара помогает уменьшить воспаление и отек в суставах при артрите, так как он обладает мочегонными свойствами и выводит лишнюю жидкость. При уменьшении отека суставов уменьшается боль и дискомфорт при ходьбе. Настой или отвар из хвостиков клубники при регулярном приеме помогает нормализовать уровень сахара в крови. Достаточно пить по 1 стакану в день для достижения такого эффекта. Это необходимо для людей с сахарным диабетом. Вред и противопоказания клубники. Несмотря на все полезные свойства этой ягоды и богатый витаминный состав, существуют некоторые противопоказания к ее употреблению. Следует быть осторожными в таких случаях: при аллергии на клубнику, при обострении воспалительных заболеваний желудка и кишечника, при наличии камней в желчном пузыре, при беременности и кормлении грудью, при кариесе зубов, при остеопорозе. Клубника является сильным аллергеном, поэтому ее не рекомендуется употреблять детям младше 3 лет, а также людям, склонным к аллергии, особенно с непереносимостью самой ягоды. Симптомы аллергии возникают не сразу, а спустя несколько часов после употребления продукта. Это может быть сыпь на коже, боль в животе или диарея. Самым грозным осложнением является отек квинки, который проявляется приступом удушья. Предотвратить появление болезни всегда легче, чем ее лечить. В период сезона свежих ягод, в том числе и клубники, необходимо восполнять дефицит в организме витаминов, а также укреплять сердечно-сосудистую систему и улучшать пищеварение. А дополнительно полученный хороший иммунитет будет защищать вас от различных бактерий и вирусов. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими.